другое что-то. Ну, только что петь умел человек, вот типа ты. Ну что, мои дорогие, всем привет, с вами я, Карина, и это мой новый свет. Пожалуйста, вчера был стрим, мы с вами вместе распаковывали. Я немножечко себе сделала такой, как бы, да, антураж. Ну, такой еще пока что не особо блогерский, что гитару поставила, не знаю зачем. Думаю, пускай будет. Нужна какая-то полка, нужен какой-то классный свет. Но я решила, что ладно, в общем, ну как есть, картины вот повесила свои с ребенком, что вот мы рисовали вместе. Вот котик, обратите внимание, какой красивый, посмотрите. Лошадь моя и большая птица моя. Остальное дитя. Вот мы парные картины вот тут вот рисовали. Ну, короче, значит, речь сегодня пойдет не об этом. Я предлагаю, значит, я сама себя замотивировала, купила себе свет. Все, поэтому едем, да, работаем, делаем, значит, историю. Я, как обычно, немного больная. Не обращайте внимания. Значит, дорогие мои, запасаемся, пожалуйста, чаем. Вот таким вот красивым. Да, я запаслась. Я себе сделала бутербродики, потому что не ела, не успела. Чашечку я себе не взяла. Значит, сейчас я метнусь за чашечкой, и мы с вами начнем, значит, то, ради чего мы собрались. Секунду. Чашечку. Чашечка, пожалуйста, смотрите, какая красивая. Ну все, значит, мой момент готов. Значит, о чем сегодняшняя речь у нас будет состоять? Значит, ко мне на днях пришел мой дорогой подписчик. Значит, принес мне вести благие о том, что, значит, Осман, привет. Ой, точнее, его не Осман зовут, его зовут Расул. Значит, о том, что ищу сообщение, секунду, вот что бы я без вас просто делала. Ага, значит, появился, значит, у нас новый конкурс на китайской сцене, который был организован самим, дорогие мои друзья, Димашем. Мне уже в комментариях вы тоже дополнительно пришли, написали о том, что этот конкурс проходит. Значит, это на китайском, есть, конечно, с английскими субтитрами, но там самое главное, есть Кыргызстан, участница из Кыргызстана. И, значит, она там участвует. Зовут ее Нурчулпон. Значит, сейчас я вам продемонстрирую. Значит, будем вместе погружаться в эту историю. У меня потрясающая новость. Вышел наконец-то трейлер нашего реалити-шоу Димаша Кудайбергена «Голос за горизонтом». Ура! Давайте сейчас с вами вместе посмотрим, какой вышел трейлер на шоу. Вау, какие пейзажи. Это принц из Сербии. Шикарнейший голос. Мне кажется, он шикарный рок-певец. Это моя Джулия. Больше всего мы сблизились именно с Джулией. Моя красивая сестреночка из Италии. Ого. А это Джан Сиюнь. Я так восхищалась красотой этой девушки. Она меня, кстати, научила такому приему. Си-си! А это Ла Данжу с шикарнейшим, сильным голосом. У Ли Пейлин очень красивые песни были. А вот и ваша девочка, Ида. Как вам? А это мой Баорен Нуржас. И с ним успели хорошо подружиться. Шикарнейший оперный певец Цай. Он, кроме того, что был просто участником, он также был ведущим этого шоу. Потрясающая съемка, потрясающее реалити-шоу. Как Да. вы видели, все участники очень талантливые, очень красивые. Я думаю, это действительно было потрясающее шоу. И ждите в этом новом 2026 году наше реалити-шоу Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon». Голос за горизонтом. У меня потрясающая ну что, новость. дорогие Вышел мои, ну мы дождались, получается. Это вот мне как раз, господи, Расул прислал посмотреть сторизы, чтобы, ну, немножко в курс дела, так сказать, войти, с кем там уже Нурчулпон успела, значит, познакомиться. Давайте еще, вот он мне видосик прислал, еще один. Вот я говорю, если бы не моя комьюнити, я бы вообще не знала, что происходит у вас, понимаете? Ну это вообще...
Друзья, вот уже 7-й день нашего реалити-шоу Димаша Кудайбергена, который снимается совместно с китайским телеканалом Хунан ТВ. Помните, да, на конкурсе I Am Singer, там он выступал. И вот теперь стал продюсером собственного шоу, где меня пригласили из Кыргызстана, и здесь еще участники из 8 других стран. Сейчас с половиной познакомлю. Julia, where are you from? Italia. Ladanju. Where are you from? China. Thai? Where are you from? Where are you from? China, yeah. А мы сейчас возле горы Бохты, да? Бохты. Эта гора, оказывается, на 1000 тенге нарисована. Видите? Я здесь впервые нахожусь. Здесь очень великолепное место. Я сейчас вам покажу нашу съемочную команду. Вот, смотрите. Друзья, вот уже 7-й день нашего реалити-шоу. Слушай, ну что-то масштабное. Я, знаете, о чем подумала сейчас? О том, что вообще-то, если Димаш стал продюсером своего шоу, то там должно быть именно по вокальной части все супер заморочено. Потому что он сам перфекционист, мы уже с этим не раз сталкивались и видели это все. Очевидно, что он будет по полной уделять этому основное внимание. Именно каким-то вот вокальным историям. Слушайте, я заинтригована. Не могу, значит, вообще ничего сказать. Тем более, если это конкурс от Димаша. Ну, кажется, что это вообще, ну, что-то какое-то легендарочка какая-то. Давайте попробуем сейчас, перед тем, как начать смотреть само шоу, значит, немножко загуглить. Немножко загуглить, что это такое вообще. Спрашиваем у чата GPT. Что за конкурс Димаша там был, да? Так. Какие страны участвуют? Так. Так. Ждем. Ждем, дорогие мои, и кушаем. Я себе чайку налью. Сейчас он там подгрузит мне. Ну, и что ты, брат? Будешь работать? Надо VPN переключить, блин. Секунду. Не на то поставила. Блин. Почему именно сейчас? Итак, значит, краткая выжимка теперь по поводу этого конкурса. Значит, это новый проект Димаша, Voice Beyond Horizon, китайское название, не знаю как, короче, голос за горизонтом. Значит, что это такое? Это международное музыкальное реалити-шоу, культурный тур по шелковому пути, инициированный и спродюсированный Димашем Кудайбергеном совместно с китайским каналом Хунан ТВ, Манго ТВ. Премьера состоялась 5 февраля 2026 года. Ну, я недалеко ушла. Слушайте, так он же приходил на Silk Voice Star, там тоже же была история с этим шелковым путем, как говорится. И тут опять она же, понимаете? Интересно. Совпадение, не думаю. Значит, главная идея и суть – показать красоту Казахстана через музыку, путешествия и культурный обмен. 8 профессиональных певцов из разных стран путешествуют по Казахстану
Туркестан, Мангистау, Астана, Алматы и другие. Выступают на открытых сценах, знакомят зрителей с природой, историей и традициями. Это не просто конкурс, а культурный мост между странами шелкового пути. Правила конкурса. Значит, формат баллы без выбывания. Вау, серьезно? Points-based. Блин. Каждый эпизод 100 зрителей на площадке плюс жюри. Димаш, главный судья, плюс китайские звезды. Лей Джа, Ли Джуганг, Джулия Пенг, Чай Гогинг. Плюс американский продюсер Волтер Афанасьев. Волтер Афанасьев ставит оценки. Значит, по итогам каждый выпуск объявляют тройку лучших звезды славы. Так их называют. Значит, в конце проекта будут общие победители, но никто не вылетает. Что за гений? Ну вот же. Ну вот же. Никто не выбывает. Это прекрасно. Боже, так это вообще снимает, понимаете, сколько мандража с бедных участников, которые там должны просто готовиться, не знаю как. Нервничать из-за того, что вылетают, там справедливо, несправедливо, все такое. Просто супер. Значит, страны-участники, 6 стран, 8 певцов. Казахстан, значит, Нуржаз Садирбаев. Китай, значит, у них там 3 участника. Вот это, значит, Чай Ченгуи, Джанг Хуин и кто-то еще Ла Данжу. Из Кыргызстана Нурчулпон. Из Италии Джулия Фалкон. Значит, Малайзия, значит, это Джерил Ли. И Сербия Принц. Ну, я не знаю. Принц? Прям принц? Серьезно? Блин. Интересно. Значит, смотреть это можно все в Китае на Human TV, в Казахстане на Казахстан TV. Вот, и многие эпизоды уже доступны на YouTube. Это наша часть. Добрый вечер. Здесь я присоединяюсь на этом моменте. Значит, и интересные факты. Значит, первый эпизод в Туркестане побил все рекорды в Китае. 102 миллиона просмотров за сутки, номер 1 в рейтингах. Димаш открывает каждый выпуск своей песни, например, Fire на английском плюс китайском. И, значит, проект длился 22 съемочных дня, 8 концертов, 1000 километров по Казахстану. Это первый китайско-казахстанский музыкальный проект о шелковом пути. Подождите, а Silkway Star это что? Ну, это именно о шелковом пути, наверное, да, в этом прикол. В общем, говорят, что этот проект получился очень красивым, эмоциональным, очень популярен в Китае. Димаш стал очередной раз стал мостом между культурами, это правда. Ну и что, я предлагаю тогда начать смотреть. Если это первый эпизод, дорогие мои, то я предлагаю начать смотреть. Ну, за кого будем болеть, давайте тоже выбирать, думать. Сейчас будем слушать всех участников. Я, как обычно, постараюсь быть беспристрастной. Так, сейчас, секунду, подготовочка. Чуть-чуть настрою нас, чуть-чуть. Так, чтобы мы с вами не выезжали за пределы досягаемости, так скажем. Вот так. И вот так. Ну, так, да, хорошо видно. А себя поменьше. Так. Ну, все, да, мы готовы. Ой, дорогие мои, ну, слушайте, я, конечно, жалею сейчас только об одном, что меня там не было лично, потому что, очевидно, вживую смотреть это было бы сильно круче. Здесь на постпроде, конечно, все наложили, ветер весь убрали, там же погодные условия. Это живой достаточно процесс выступления на улице. И, конечно, почищено все для телека. Но сама концепция, что это вот красивые локации, природа, это же, блин, тоже должно с погодой повести, понимаете? Хотя, наверное, в Казахстане там нет таких проблем с погодой. Что, знаете, там один день такой, другой день такой. Кстати, напишите, как там, действительно так или нет. Вот, ну, Димаш, конечно. Что тут комментировать? Нечего комментировать, гений. Да. Он, видите, еще разные жанры пробует. Сейчас под такой метал-рок немножко. Единственное, что, конечно, удивительно вот всегда, что
какую мысль я хочу сказать, что вот у него вот эти вот его верха супер вот резкие, да, вот это его супер экстремальный вокал, он отлично ложится на роковую вот эту вот обработку металловую, да, такую. При этом, когда просто, ну, то есть ему как будто гроула бы еще от него хотелось. Вот если бы вот ему технику еще такую поизучать, мне кажется, но это может быть не это, несовместимо с тем диапазоном, который у него имеется, и теми верхами, которые он берет. Я просто не знаю специфики. Но обычно всегда, когда вот такой закос на метал, хочется больше украшательств, да, больше дисторшена в голосе, больше таких вот каких-то гроулов. Хотя, ну, как бы, в его случае это не обязательно, очевидно, понятно, да, эти верха, эти люди, которые в восторге. Но видите, там не слышно зала, блин, то есть не очень передается энергетика через запись. Понимаете? Вот хочется, чтобы там было слышно, как люди вау, там, что может какую-то подозвучку бы, ну что-то вот как-то, чтобы ты был хотя бы вот включен в процесс. А так, получается, на постпроде все вычистили, и такой чистенький, прям классный звук, ни витринки, ни пушинки, ни писков. Обычно на концертах же всегда записывают, даже вот, например, когда стадионный концерт каких-то больших супер классных артистов, там же вместе с людьми там тоже записывают, и эхо вот это, да, которое есть. Когда ты выступаешь на улице, оно тоже туда же кладется в запись. И получается, что ты как будто немножко чувствуешь лайв. А здесь этого лайва нет, здесь вычищенное, прям ни витринки, ничего, ни пушинки, ни эхо не пролетело. Это немножко сбивает с панталыку. Это такой вот народный, открытый звук, у них еще вот эти вот полетные ноты. Ну вы посмотрите на эту девушку, она просто тоненькая, такая хрупкая, и откуда в ней столько голоса, я вообще не понимаю. То есть, понимаете, в чем прикол? Ты когда... Ну, знаете, уж как с Димашем-то, знаешь, что от него ждать. И каждый раз просто... И ты такой... То когда выходят люди не менее виртуозные, понимаете? Нет, ну понятно, что в случае с Димашем как бы это вообще феномен, да, то есть это еще и мужчина, знаете, который вот с этими нотами, да. Но вот здесь девушка тоже, вы знаете, она гениальна достаточно, в смысле, что очевидно для меня, да, что это такой вот гений. С таким диапазоном, сколько в ней культурного пласта, вот этих всех, понимаете, костюмы ее эти, это что вообще? Можно просто сидеть, вот ее рассматривать, понимаете, а потом еще слушать. Она такая наполненная, в ней столько всего. И хоть эта культура мне не близка, я никогда не интересовалась китайской музыкой, китайским фольклором, но это же было сейчас прекрасно. Там было все, там было и традиционно, это не было навязчиво, скучно или как-то заунывно, что ли, местами. То есть она прям реально шарит. У нее вот эти ее костюмы, она выглядит великолепно, просто поет великолепно. Она когда вот сейчас начали превью показывать, не, ну Димашу респект, конечно, за такое, что вот такие участники, видите, он, видимо, вот я говорила, что это будет акцент именно на обалденнейший просто вокал. И Нурчулпон, умоляю, да? Ну, то есть мы понимаем, с чем мы имеем дело. Боже мой, куда я попала? Сейчас главное опять не раз... Ну, слушайте, ладно, никто вылетать не будет, поэтому в конкурсе у нее уже не будем разочаровываться, очевидно. Ну, это вообще какие мои. Это уже медийный парень, у него уже есть имя. Я знаете, что про форму подумала? Сейчас, как говорится, не в укор ничему, все понятно. Это как бы уже велосипед не придумаешь. Я просто все не могла понять, что у меня, это откуда, где у меня, что такая форма, что это знакомое. Потом про Сербию просто вспомнила, что логично. Ну, сейчас быстренько, да, офф-топом вставочку. Вот это. Сербия. Дорогие мои, ну вы поняли. Одно из лучших произведений Евровидения вообще за всю историю.
То есть в моем топе находится, конечно же, эйфория, этот Euphoria, да, эйфория какой, Лоурен, да, и, конечно же, вот Мария Серифович, дорогие мои, та же самая форма. Короче, это одна и та же логика, одни и те же приколы на основании, ну, то есть, вы поняли, да. Значит, форма идеальная, вот реально, она собрана просто прекрасно, и поэтому эта песня «Мила», она вот с этой концепцией точно так же ложится на слух, я ее помню, понимаете? То есть тут, видимо, нет задачи, чтобы все артисты выступали с новым материалом, да, то есть ты можешь вот со своим, короче, все, что, как говорится, душе угодно, да, я так понимаю. Короче, просто песня. Так, сейчас, секундочку, тут что-то, давайте поставлю. Ну, конечно, слушайте, что греха таить, она волновалась очень, ей не хватало воздуха, она задыхалась, прям слышно от волнения это все. И, конечно, теряется вся мощь и сила. При этом у нее очень приятный тембр, она, ну, приятная девушка, ничего не могу сказать. Ну, вот я говорю, конечно, на фоне первого, третьего участника, ну, не, ну, слушайте, ладно, все разные, как бы, она хороша, все прекрасно, просто переволновалась и не могла нормально вдохнуть и почувствовать опору вот эту, да, поэтому так вот сдержанно очень достаточно получилось, скромно, конечно, вот, ну, все равно приятный человек, слушайте, что ж, она такая миленькая, смотрите, какая красавица, как эльфичка просто, да, и она тем более подружилась. Слушайте, ну это женщина-кремень, я ничего не могу сказать. Я скажу сразу, что я не любитель, конечно, ну вот этой культуры, в смысле, что она мне на душу не ложится, но это, понимаете, как феномен, как вот наше отличие друг от друга, это всегда слушать настолько интересно, то есть вот это звукоизвлечение, которое нам настолько не близко, понимаете, мы же... Ну, то есть, это просто... То есть у нас это абсурд, нам вокал преподают, типа, вот, чтобы вот там просто всего из того, что вот исполняет этот человек в традиционной как бы технике. Этого всего в нашей технике быть не должно. Уа! Вот это всего как бы, ну, понимаете, вот эти все вещи, их выколачивают из нас, там говорят, что вот так хорошо, так плохо. Выходит человек из другого конца света, как говорится, а в их культуре так положено, понимаете, все вот эти вот моменты. И это в диковинку нам. Я, конечно, сидела и думала, там, почему для нас это, типа, ну, ненормально, почему мы там уже так не могли звуки извлекать. Понимаете, из каких мест они вот идут, с переносицы, там вот так вот просто вот все это из носа гнусавые такие вот эти звуки иногда. Это, и она крепкая абсолютно точно, то есть, ну, как бы ежу понятно, что это очень крепкая исполнительница, она очень артистичная, она просто strong woman вообще, да, и насколько вот у нее подача такая, и она реальный артист, понимаете, она не девочка. Мне кажется, что это уже не девочка. Я не посмотрела, сколько ей лет. Но это уже человек вообще-то в возрасте, как бы, с осознанным пением. И она уже как профик по-другому как раз к этим вещам относится. В смысле, что, ну, вообще, конечно, удивительно. Слушайте, удивительно. Другая культура совсем. Как они глаза подкрашивают, интересно. Все так вот, конечно, обалдеть. Вот дивный, чудный мир, я говорю. Мы такие разные, понимаете, но все равно же понятно, что талантливый человек, талантливый 100%. Но вот эти звуки ее просто, мне до сих пор они в ушах звенят. Ну вот что ж такое, ты себе представляешь, они сидят там вот в своей природе, да, как бы, и вот такие вот у них такие процессы идут, вот такие вот они звуки издают на природу. Ну, смотри, удивительно, конечно, удивительно просто. Какие мы все разные вообще, просто обалдеть. Ну, как бы моя душа к этому не лежит, ну, видимо, потому что я росла в другой культуре, да, ну, очевидно. Но я ни в коем разе не буду спорить, что она тоже прекрасная, крепкая вокалистка. Слушайте, просто они вот с первым номером с девушкой, да, из Китая, абсолютно разные. Та молодая, такая фреш, и она больше в фольклор, а это, я так понимаю, постарше и больше в такую оперную, да, историю, вот в их театр, да, больше в эту историю идет. Но они крепкие обе, конечно, китаянки, просто, я умоляю. Слушайте, я недавно узнала, вчера с подругой созванивалась, она у меня частенько катается в Кыргызстан, у нее мужчина там живет. Значит, это мысль в чем? Что, ну, точнее, не то, что он живет, они просто ездят почему-то там, то ли родственники, то ли что. Ну, короче, и она в теме больше, чем я, в отличие, да,
То есть вот у меня аудитория откуда? А сколько раз была в Кыргызстане, вопрос? Ну, я все мечтаю. Я нашла себе уже проводника, короче. И мы вчера с ней говорили про Иссык-Куль, что типа вот в Маке, да, приехать в сезон цветения маков. Вот, и она мне говорит, что, Кариночка, а ты знала вообще-то, что песня «Долина, чудная долина», которую этот мистер Кредо, или кто ее там пел, прости господи, это как раз-таки Кыргызстан, то есть там была долина Чуйская долина, долина вечных снов, растений и цветов. Долина, чудная долина. Представляете? Долина вечных снов, растений и цветов. Да у меня только потом, я вчера просто, у меня схлопнулся просто очередной раз весь мир. Прикиньте. Ну, я не знаю. Слушайте, ну она классная. Короче, и к концу, блин, главное, да. Ну, что это такое? Блин. Очень жаль. Прикиньте. То есть люди старались, делали ролик. Вы посмотрите, там 41 тысяча просмотров 2 дня назад, кстати, не так много. А что так мало просмотров-то? Что так мало просмотров, я не понимаю. Что это такое? По телеку все смотрят прям. Ну, телека хватит, друзья мои. Слушайте, ну, очевидно, ё-моё, там Манго Те просто миллион ссылок на их испанский канал, на арабский, филиппинский, португальский. Короче, эти телевизионные метрики, это все, конечно, вы же понимаете. Очень сложно считать. Телек идет, на телеке семья сидит, смотрит. Там может быть и не один человек, а два и три. А еще он может не смотреть. То есть там же как бы считается, я же работала на телеке, там это все совсем по-другому. Конечно, там охваты такие, конечно, ну, другого размера масштаба, но в целом... Ой, что-то я уже устала. Так, ладно, давайте, надо вливаться в стихи, что я зря свет купила. Главное, чтобы сейчас опять по авторскому праву не... Слушайте, ну за академию я ничего говорить не буду, я в нем не разбираюсь. Так-то вот слышится, как будто все даже очень хорошо. Только что единственное, в начале вот эта постановка, у него высокая певческая позиция, кажется, ну, чуть по-другому должно быть. Но он абсолютно крепкий, и, конечно, грех выпендриваться. Все хорошо этого человека, все в порядке. Он хороший, крепкий академ, я считаю. Мне кажется, что... Просто удивительно, да, когда человек из другой традиции в академ идет, но и языковая культура у них немного другая, да, вот эта высокая позиция, их разговорная, певческая, вот когда он начал на китайском петь о соли, мне оно как будто пазл сложился до конца, понимаете, о чем я говорю? Или у меня в одной такое ощущение было? Но так-то, конечно, абсолютно крепкий, классный тенор, все супер вообще. И народ пошел голосовать реально. Слушайте, это такая прям демократия в конкурсах. Слушайте, Димаш позарился как раз на вот эту историю с тем, что подсветить всю несправедливость иногда конкурсов, потому что в конечном итоге же действительно решает зритель, а не жюри. И зрители будут голосовать за того, кого они выбирают. И это причем не на выбывание конкурса, они выбирают 3 там вот звезд дня или как-то там это называется, да? Простите, пожалуйста, вылетело из головы, сейчас скажу. Выбирают... Как это называется, господи? Ну, читай, звезды славы. Вот. 3 лучших. Вот. И понимаете, что творится? То есть он вообще перекроил просто всю историю машины конкурсной, чтобы это все было по-другому, чтобы это наконец-то работало честно для людей, с классными артистами, с тем, как они действительно работают с людьми, чтобы не сидели там, не судили, не рассказывали долго там, какие таланты, кто легендарный и все такое. А люди реально будут решать. 3 победителям все вручили, туда-сюда, никого не выгоняют, мы все спокойны за них. Говорим им спасибо. Ну и все. Тут еще раз повтор, да? Все. Ну, слушайте, короче, я считаю, хорошая история с конкурсом. Максимально демократично, максимально вообще мило.
И классно выглядит это все. И продакшн красивый, и природу они показывают, и все они делают. И я со Светом сижу, наконец-то, с человеческим, могу похвастаться. Значит, ну давайте смотреть. Мне кажется, это прикольно. В этом, конечно, нет никаких интриг, там, да, знаете, вот этих соревновательных. Но посмотрим, что будет во втором туре. То есть они же катаются, они же каждый раз объезжают, ставят сцену. Блин, ну я не знаю. Интересно, в следующем выпуске будет та же самая сцена или нет? Или они другую сцену привезут? Каждый раз вот такой, знаете, сцен не наставишься, не накатаешься, сцен не наставишься. Но классный формат. Я только за такой движ Париж, потому что, ну, как бы артистам спокойнее, нам хорошо, все счастливы. Просто супериор. Я считаю, круто. Ладно, дорогие мои, посмотрели. Что думаете? Будем смотреть дальше шоу? Будем комментировать, как там? Фанаты Димаша мои, оживляйтесь. Где вы? Здесь вы? Смотрим дальше или нет? Кстати, если что, напишите мне, если я где-то была не права. Угу. Особенно, если я где-то что-то не поняла. Пожалуйста. У меня очень плоский, конечно, задник сейчас. Но это из-за того, что надо, конечно, туда будет как-то это... кислорода добавить, новые лампы. Но я уже не стала заморачиваться. Сегодня просто картины повесила. Зато наконец-то в доме. Все, целую крепко, ваша репка. Пишите, что думаете по этому поводу. Смотрим ли дальше? Да, ну, Димаш, конечно, человек мира, что скажешь. У него свои цели, свои амбиции. Тут вопрос не в конкурсной части совершенно. Очень прилично, очень приятно, все равно волнительно и не обидно никому. И ты не стоишь там, не трясешься, как листок. Хотя ребята тоже трясутся. Вот видите, у них даже нет там никаких номинаций, там ничего такого. Но они все равно нервничают, понимаете? А что уже говорить, когда обычные конкурсы идут? Это же ужас. Вот. А это очень классная история, мне нравится. Формат супер. Я не люблю вот этот лишний стресс, лишний вот этот вот, понимаете, вот этот расколбас весь, с тем, чтобы там устроить, третировать кого-то, блин, кто-то спел классно, кто-то спел... Ну, это вообще не моя история, правда. Ну, вот, все, уже губы съела все. Все, короче, давайте. Целую крепко, ваша репка, пишите, что думаете, смотрим ли дальше. Надеюсь, видео выйдет полностью, у меня тоже по авторским правам, так сказать, не завернут. Я очень на это надеюсь. Боже, как меня хорошо видно наконец-то. Видите, какая я, да? Ну, такая я в жизни, вот такая. Поднакрасилась, базара нет. Конечно, я не такая красотка в жизни. Ну, сегодня постаралась. Каждый раз теперь буду стараться. Хоть краситься буду. Все, давайте. Все, хватит уже самой. Уже наговорила про себя с дочку арестанта. Все, пока.